давно не снимал, надо уже что-то снять, иначе мне даже люди писать. Где ты, что-то есть? Честно, не особо как-то, не такой период был, чтобы снимать там все подряд и так далее, я слишком сильно в заботах каких-то своих, но я параллельно все время что-то покупал, мне, возможно, не что-то очень огромное, что-то большое, но я покупал несколько парфюмов, про которые вообще никакие обзоры не снимал, и подборки у меня есть, которые, на которые надо тоже там снимать какие-то вещи. В общем, я хочу посвятить этот ролик аромату, который давно хотел купить и купил, слава господи. Но в тот момент, когда я начал записывать это видео, чтобы вы понимали, это уже второй дубль, мне позвонили в дверь и мне привезли, я заказал от Natina Discovery Box из-за одного парфюма, и мне как раз в момент, когда я сел записывать видео, звонок в дверь, открывайте, вам посылка. И мне прислали вот посылку, там не только это было, понятное дело, но я взял себе новые ароматы сюда. И здесь есть один аромат, который я хочу попробовать. И давайте, наверное, попробую его прямо с вами, прямо здесь. Готовьтесь, доставайте попкорн. Здесь у меня интересные, истории. Во-первых, я хотел попробовать очень Asha White Cashmere. Вот, я такой хотел попробовать парфюм. Конечно же, ролик не будет посвящен вот этим пробникам. Это я взял для себя и всем советую. Это очень удобная вещь. Купите себе там несколько пробников и там новинки выходят. Лучше попробовать через пробник и так далее. Будет хотя бы какое-то представление. Это очень прикольно. И просто так с собой можно таскать его. В общем, что я взял, вот этот аромат меня очень заинтересовал. Asha Parfums. Хрен его знает, что это такое. Мы узнаем об этом с вами вместе уже. Hermès Eau de Cologne Eau de Citron Noir. Ночной апельсин. Интригует. Жардан Сихер. Короче, тоже Hermès. Я, конечно же, разговариваю роскошно по-французски, но не сегодня. Это уже женский аромат, насколько я знаю, и у него хорошие комментарии. Неплохо о нем отзываются. Нарцисса Родригес For Her. Пожалуйста, это новый Нарцисса Родригес For Her. Понятное дело, что это не мне. И вот аромат, из-за которого я заказал этот Discovery Box. Наверное, начнем давайте наше видео не с обзора на вот этот вот аромат, который я давно хотел купить. И с Божьей помощью у меня это получилось. А все-таки давайте попробуем новый Tom Ford Boa Pacific. Это Pacific Ocean, типа Тихий океан, и, Boa это значит лес вот в тех краях, насколько я понимаю. Может быть такое? Напишите в комментариях. И главное, подписываемся. Это первое, что мы делаем. Снимаем палец вверх, бьем в колокола. Что, зря я записываю все это. Пожалуйста, подпишитесь и ставьте комментарии. Давайте, накидайте комментарии. Ладно. Много разговариваю, ерунды всякой говорю. Давайте пробуем. Первый занюх. Вы готовы? Как говорит Рамс Фрэгнансмания, вы готовы? Я тоже. Пробуем. Новый Tom Ford Boa Pacific. Это фужер, и винтаж, и что-то легкое, горелость приятная. И реально чувствуется лес. Это старт. Давайте еще один раз нанесу, и дальше поговорим про аромат, которому посвящен этот ролик. И в конце этого видео давайте посмотрим, что произойдет, как он усядется, дойдет ли он до базы, успеет ли он дойти до базы, пока я расскажу про этот аромат. И будем видеть, как говорится. Аромат, который я давно хотел купить. Касамарати. Пусть упаковка вас не смущает. Они иногда рисунки здесь меняют. Когда я даже был когда-то в магазине и пробовал, там стояли упаковки вот с таким рисунком и были еще с рисунком более темным. То есть они балуются с ними, с этими рисунками. Это не должно вас сбивать, что это поделка, это не поделка. Они иногда дизайн этот меняют. Так что это новый батч. Получается, если у вас батч 3-4 года назад, скорее всего, у вас упаковка не в этом рисунке. Но вообще, красивенько, согласитесь. Такое, что-то абстрактно-импрессионистское. Да? Что-то в этом есть? Я думаю, есть. Вообще, когда мне пришла эта посылка, я немного испугался, потому что она была в коробке в такой же, как посылка. Я испугался, что мне какой-то тестер прислали. А потом оказалось, что все Ксержов и Касамарати, они так запаковывают свои парфюмы. Конечно же, коробка интересная. В принципе, здесь арабов не переплюнешь, но в плане стиля все-таки переплюнешь. Нас с упаковками уже разбаловали. Это факт. Что касается этого аромата.
Мефисто. У меня еще там стоит и Фиеро, на него надо будет тоже у меня обзоры наконец-то уже снять, потому что лето подходит, а это именно те ароматы, которые мне больше всего у Касамарати нравятся. Что касается этого Мефисто, смотрите. Если вы тестите ароматы подряд, один за одним, допустим, в магазине, в аэропорту, в duty-free, это один из тех ароматов, которые, скорее всего, вы пройдете мимо. Есть такие категории ароматов, которые нельзя вот так тестить на легкую руку. Лучше вот взять тестер и хорошо их поразнашивать и понять, почему все-таки так много людей отдают так много комплиментов каким-то ароматам. Вот этот аромат один из таких. Его пройти мимо, вот так вот напшикать, раз вдохнуть и пройти аэропорт или там магазин, это очень и очень и очень просто, чтобы вы понимали. Это аромат, который надо разносить и понять, что настолько, насколько он несложный, простен и понятен, настолько же он и роскошный. Вот это самое важное в этом. Это очень красивая простота, чтобы вы понимали. Давайте поговорим обо всем по порядку. Это 30 мл, конечно, 100 мл смотрится по-другому. Мне написали в комментариях, почему ты купил 30, все-таки выгоднее купить 100. Я говорю всегда, что мне удобнее с собой это перевозить. Это как бы данность, мне удобнее возить такие флаконы. А вторая история это в том, что все-таки я купил это по очень серьезной скидке, чтобы вы поняли, я заплатил за этот парфюм, за эти 30 мл Касамарати, я заплатил $51 с доставкой. Была скидка, у меня этот аромат лежал в корзине год. И он опускался, он 70 стоил, 60 стоил. И когда был 51, был час ночи, я смотрел телевизор, какие-то неприличные передачи, я решил, все, я куплю. Потому что ниже оно уже никогда в жизни не станет. Я купил за $51 с доставкой этот аромат. Поэтому, если говорить, что 100 мл, который стоит 270, на тот момент, когда я покупал вот этот, выгоднее, все-таки не выгоднее. Надо смотреть по ценам, и надо ориентироваться. Или чувствовать, сколько ты можешь отдать денег. Потому что я стараюсь на парфюмерию много денег не отдавать, потому что вот стараюсь и стараюсь. У меня нет такого страшного фанатизма. Шикарные ароматы хочется, конечно же, иметь, но, как говорится, всему в свое время. Про этот аромат. Это мой подход, вы можете написать гневные комментарии. Что это за аромат? Это свежайший аромат, который вам на старте дает полный букет разнообразных цитрусов. Давайте я нанесу ее, чтобы было повеселее рассказывать. Вы получаете сразу корзину цитрусов. Вот так, вы зашли, вы получили. В этом аромате есть и древесные ноты, в этом аромате есть и чистые ноты. Но если округлить все, что вы слушаете в этом аромате, это какая-то вот полосочка цитрусовая, полосочка чистая, полосочка мыльная, потому что я чувствую в нее какую-то мыльность, такую вот душевую мыльность, можно так назвать. И, конечно же, я чувствую что-то, на чем на всем этом держится, какой-то фундамент. Это легкая, совсем минимальная какая-то вот такая чуть-чуть минимальная древесная тяжесть. Это роскошнейший аромат, он слегка даже может напоминать одеколон, но он им не является, это концентрация Eau de Parfum. Но все-таки он напоминает одеколон только на старте. Комплимент сразу получаете, я его на работе себе напшикал моментально. О, вот это да, что это такое? Ты сегодня пахнешь как райский фазан. Ну, так мне не говорили, я немножко приукрасил, но вы поняли суть. Важно, что про этот аромат. Очень мало стойких свежаков. Это очень и очень стойкий аромат, как для свежака. 5-6 часов стойкости. Я не думаю, что это связано как-то с жарой. Это никак не связано с жарой, потому что первый раз, когда я его тестил, это все-таки было в страшнейшую жару 40 градусов. Это было, по-моему, позапрошлым летом, чтобы вы понимали. Когда я написал в заголовке этого видео «Давно хотел купить и купил», я реально давно хотел купить и купил. Так что, в принципе, я его тестил как минимум 4 или 5 раз в процессе. Постоянно в аэропорту или где-то. Я бесконечно наносил его на руку, чтобы понять, что это за зверь. Это аромат про чистоту, про цитрусы, про весну. Это аромат про весну, это аромат про лето. Это про аромат, который имеет неплохую стойкость. Это аромат, который имеет не гигантский шлейф, но он имеет шлейф. И для свежего аромата это уже очень много. Это звучание дорогого свежего аромата. Мое отношение к бренду Касамарати или Ксержов, не очень много ароматов мне нравится от Ксержов и не очень много ароматов мне нравится от Касамарати. Мне Касамарати нравится только Фиеро и Мефисто, больше мне ничего не нравится, чтобы вы понимали. А когда мы говорим про Ксержов, там буквально 4-5 ароматов, которые мне нравятся, хотя у них сумасшедшая огромная линейка, поэтому этот бренд для меня
Слушай, я бы за ним не бегал, как сумасшедший, а вот так отборочно, вот мне какие-то ароматы из них нравятся. Я вам рекомендую на весну, на лето, это то, что надо, если, конечно же, ловите по хорошей цене, потому что не хорошая цена, а обыкновенная цена, например, на этот формат, это типа $90, 80-100, и жалко, блин, за 30 миллилитров, и за аромат, который, он так классный, но все-таки он звучит просто и понятно, хоть из вот... У этого аромата есть свой шарм, но все же это простой и понятный аромат. С шармом. То есть это аромат для парфюмерных ценителей. И я вам скажу больше, это очень интересно, потому что я очень люблю американских блогеров смотреть. И вчера я подметил одну вещь, я там одно за одним роликом смотрел, это мне очень так, интересно для меня было. Они накидывают разных видео, вот там арабские парфюмы, вот там такие-то парфюмы, вот такой-то бренд Ноблиуса, вот такая экспериментальная ниша, инди, шминди, урбан. Короче, вы поняли, все подряд. И потом у всех американских блогеров, как правило, есть такие подборки: 10 лучших на то, 10 лучших на сё, 5 лучших на это, 5. И меня всегда поражает, что в принципе они все, когда берут какие-то подборки, плюс-минус говорят все время про одни и те же ароматы. И если вы посмотрите подборки, допустим, там, американских блогеров, у многих из них этот аромат включен в топ на весну или на лето. Так и есть. То есть плюс-минус есть определенные ароматы, которые супер, и как бы все смиряются с мыслью, что этот супер. Поэтому, пожалуйста, не проходите его мимо и растестите его. Он может вам не понравиться, он может вам показаться слишком простым. Но потестить его, но хорошо растестить, а не пройти мимо, я вам рекомендую. Вы точно не пожалеете. Возвращаемся к Ford Boa Pacific. Знаете, что напоминает этот аромат слегка мне? Слегка напоминает этот аромат. Он мне напоминает этот Libre de Orange, Эрман, как он называется там, Эрман, я вот здесь выставлю название, вы поняли, про что я говорю. Очень напоминает, скорее всего из-за еловости. Не, ну классный. Смотря сколько он стоит, но... Реально лесной аромат, реально лес. Такой свеженький лес, немножко даже прислащенный лес, но такая еловая нота здесь. Везде и всюду. И даже красиво так сделали. Это, кстати, вопрос психологии. Оно тебя навеивает, там, склоняет к этому, потому что это точно лес. Но это реально лес. Неплохой аромат. Будем смотреть, сколько он стоит. Ребята, давно меня не было. Спасибо. Поддержите лайком, поддержите комментарием, бейте в колокола, ставьте пальцы. Вы поняли, что делать. Вы знаете, что делать. Вы всегда это знали. Всем хорошего дня, ребята. И пока!